Добрый вечер, друзья. Я юрист Валерий Табаков. И сегодня мы разберем новую национальную стратегию безопасности США, принятую в ноябре 2025 года. Это довольно интересная тема. Я отвечу логично, шаг за шагом, с цитатами из этой стратегии, из этого документа и свежими данными на 7 декабря 2025 года. Эта стратегия не двойные стандарты, как может показаться, а грубый реализм. Поехали. Итак, вопрос первый. Мы проанализируем новую стратегию безопасности США. Коротко, это самый националистический документ за всю послевоенную историю США. 29 страниц, 4 части. Главная идея этого документа – America First в чистом виде. Чистее не бывает. Америка больше не хочет быть мировым лидером. Мировым полицейским, который платит за всех. Но музыку заказывает тот, кто платит. Кто не платит, тот музыки не услышит. Ключевые тезисы новой стратегии безопасности США. Прошлые стратегии после Холодной войны провалились. Глобализм выхолостил средний класс США. Союзники сели США на шею. Теперь все по-другому. Национальный интерес США сужен до того, что прямо угрожает территории, народу и экономике США. Главная угроза в соответствии с новой стратегией номер один – не терроризм и не Россия, а, массовая миграция. Прямая цитата. «Эра массовой миграции окончена». Это цитата из стратегии. Теперь союзники обязаны платить 5% ВВП на оборону. И это в июне 2025 года было утверждено на встрече в Гааге. Экономическая безопасность теперь равна национальной безопасности США. Раньше такого, друзья, не было. Тарифы, реиндустриализация, возврат цепочек поставок. Вот что такое национальная безопасность, а не то, что вы думали. Далее, следующий пункт – это полный отказ от климатической повестки. Теперь климат США не волнует, и бороться за него они не собираются. И в конце концов возвращается и даже усиливается так называемая доктрина Монро. Теперь она называется доктрина Трампа. Теперь западное полушарие снова исключительно американская зона влияния. Ну как вам многополярочка? Теперь ответим на следующий вопрос. В чем же главная особенность этой стратегии? И есть 10 пунктов этих особенностей. Первое. Было глобальное лидерство и либеральный миропорядок. А стала Америка просто самая сильная страна, а все остальное вторично. Ее не волнует. Следующая особенность была национальный интерес, растягивали даже до климата и ЛГБТ. А теперь стало только то, что угрожает территории, народу и образу жизни. И национальный интерес в этом. Третье. Была миграция, управляемый процесс. А стала эра массовой миграции окончена. Граница теперь – это основа суверенитета. Круто.
Четвертое. Было. Союзники. Нужно расширять их число и вести за собой. А теперь 5% ВВП на оборону. Или до свидания. Пятое. Было. Экономика и безопасность отдельно. Так сказать, мухи не путаются с котлетами. А стала экономическая безопасность равна национальная безопасность. Но прямо-таки мухи плюс котлеты. Шестое. Было. Климат топ-угроза. А стало. Климатической повестки вообще нет. И она не интересует США. Седьмое. Было. Вмешательство норма. А стало невмешательство исходная позиция. Серьезно? Очень интересно. Ну, дальше посмотрим. Восьмое. Было. ООН, ВОЗ, МВФ – это наши инструменты. Инструменты США. А стало. Многие из этих инструментов объявлены антиамериканскими. Девятое. Было. Культура и демография табу. А теперь стало прямо написано про традиционные семьи и духовное здоровье нации. Десятое. Было. Доктрина Монро архаика. А стала. Доктрина Трампа. Полное доминирование в западном полушарии. Доктрина Монро 2.0. Вывод по этим особенностям – это, друзья, официальный отказ от всей парадигмы 1991-2025 годов. Теперь следующий вопрос. Он очень закономерный. То есть восточное полушарие в соответствии с новой стратегией теперь что, вне интересов США? Нет, есть четкая иерархия. Она описывается так. Западное полушарие – это жизненный интерес, и в нем безусловное доминирование США. Индо-Тихоокеанский регион – жизненный интерес номер 1 после Запада. Тайвань и Южно-Китайское море. Европа – важный, но не критический интерес. Платите 5% ВВП. После этого поговорим. Ближний Восток. Приоритет его очень и очень сильно понижен. И, наконец, Африка. Периферия, где заключаются только выгодные сделки. Главный враг – это Китай в Азии. Ну а кто бы вы думали? А остальное пусть сами разгребают, сами разбираются и сами платят. Следующий вопрос тогда. Тогда что? НАТО и 5-я статья больше не работают? Ну, все же поделено. 5% или до свидания? Работает ли НАТО? Работают ли гарантии? Работает ли 5-я статья? Независимо от 5%. Ответ. Работают. И даже укреплены. Саммит в Гааге в июне 2025 года установил новое обязательство – 5% ВВП на оборону к 2035 году. 5-я статья подтверждена как железобетонная. Помощь Украине засчитывается в эти 5% ВВП. Исключение только для Испании.
НАТО превращается в платный клуб. Кто не платит, получает меньше американского зонтика. Теперь следующий вопрос. Но если Европа теперь сама за себя, то зачем вообще про нее писать в новой стратегии? А нет, Европа остается ценным активом. 20% американского экспорта – это Европа. Огромный рынок для американского оружия и технологий – это Европа. Буфер против России – это тоже Европа. Но США хотят, чтобы союзники не стали неевропейскими к 2050 году из-за миграции и демографии. Европа, которая платит 5% и покупает, плюс к тому американское оружие, это выгодно США. Европа, которая не платит, это обуза. Следующий вопрос. Ну, а тогда зачем США с такой политикой, с такой стратегией вообще лезут в переговоры по Украине и России, оттесняя Европу на задний план? Ответ следующий, потому что война, дескать, бьет по американским интересам. Инфляция в США из-за роста цен на зерно и энергию, отвлечение ресурсов от главного противника Китая – это тоже последствия войны. Риск ядерной эскалации – тоже здесь завязаны интересы США. Но Будапештский меморандум даже не вспоминается. Где там подпись? Какого из президентов США? Или это просто бумажка? Новая волна беженцев тоже из-за войны в Украине. И она приводит к дестабилизации Европы и, соответственно, как следствие ослабления союзников. Вот поэтому США, несмотря на то, что они Европу заставляют самим за себя нести ответственность, но переговоры и принятие решений по ключевым позициям почему-то оставляют за собой. Логика, не ищите логики, это американцы. Трамп хочет просто погасить этот пожар, чтобы перекинуть все силы на Тайвань и американскую границу. Это, друзья, не забота об Украине и не забота о Европе. Это реальность через мир. Гасим пожар, пока он не добрался до нас. И, наконец, следующий вопрос. Ответ на предыдущий ясно, что нелогичен. Но вопрос тогда следующий. США не должны тогда добиваться своих интересов впереди интересов Европы. А получается, что в данной ситуации по отношению к Украино-российской войне США противоречат своей же стратегии. По стратегии США должны прекратить вмешательство в проблему Украины и предоставить все разгребать Европе. Вопрос отличный. И есть повод разобраться поглубже. Противоречия, с точки зрения США, нету. Разберем его логично, шаг за шагом, с цитатами из стратегии и свежими данными на сегодня, 7 декабря 2025 года. Шаг 1. Что говорит стратегия о вмешательстве? Стратегия подчеркивает,
предрасположенность к невмешательству. Это принцип номер 3. Цитата из стратегии. Жесткое придержание невмешательства невозможно для страны с такими интересами, как США. Но это должно установить высокую планку для оправданного вмешательства. То есть невмешательство – это не абсолют, а, так сказать, по умолчанию. Но если есть прямая угроза США, то вмешиваемся. Украина – именно такой случай. Война угрожает американской экономике. Инфляция цен на зерно и энергию отвлекает от Китая и рискует ядерной эскалацией. Но это не вечная война, а краткосрочное вмешательство, чтобы потом полностью смыться и уйти. Мы все помним Афганистан. Шаг 2. Почему интересы США в данной ситуации выше европейских интересов? Национальная стратегия Америки «America First» и принцип номер 1 – фокусированное определение национального интереса. США ставят свои интересы выше всех. Это основа стратегии и не является противоречием. Цитата: «Мы будем ставить интересы Америки на первое место, но будем также поощрять другие нации делать то же самое». Бред. Европа – партнер, но не хозяин с точки зрения Америки. Если война вредит США, а она вредит, Трамп вмешивается, даже если Европе это не нравится. Это не предательство стратегии, это ее воплощение, прагматизм для американской выгоды. Ну как вам, друзья? Будет дальше еще круче. А что с предоставить все Европе? Стратегия говорит, Европа должна взять первичную ответственность за свою оборону. Но Украина не оборона Европы, а глобальный конфликт, затрагивающий США. Трамп не ведет войну, он ведет переговоры, чтобы быстро закончить и оставить Европу с поствоенной реконструкцией. Помощь Киеву засчитывается в 5% ВВП по Гаагскому соглашению. Цитата из стратегии. «Мы приоритизируем экспедитивное прекращение огня в Украине для стабилизации европейских экономик и предотвращения эскалации». Это гашение пожара перед уходом. США диктуют условия, Европа платит и берет на себя. Оригинальный подход. Европа платит, а музыку заказывают США. Шаг 4. Актуальные данные по переговорам. На 7 декабря 2025 года переговоры продолжаются, но они в тупике. 5-6 декабря. Третьи переговоры США-Украина во Флориде. Прогресс по гарантиям безопасности, но разногласия по территориям и НАТО. Ну а что вы думали? 6 декабря. Россия запустила 704 дрона и ракеты по Украине. Эскалация, чтобы давить на переговоры. Путин говорит: «Я не согласен с некоторыми пунктами американского плана». Это он озвучил 4 декабря. Трамп-младший заявляет, отец может бросить Украину, если не будет сделки, и покивать своими пятками. Это заявление было сделано сегодня, 7 декабря. И, наконец, НАТО. Генсек Рюте говорит, Трамп единственный, кто может сломать тупик. Ну или сломать самого себя. Это я уже от себя добавляю. В сети, говорят, много критики. Трамп и Путин просто пропагандисты.
Но Трамп настаивает на сделке. Шаг 5. Почему не рассматривается это как противоречие? Стратегия позволяет вмешательство, но если оно быстрое и выгодное США. Трамп не ввязывается в войну, он торгуется, чтобы сэкономить ресурсы. Если сделка не выйдет, США могут уйти, оставив Европу одну, как и по стратегии. Это логика, краткий удар для долгосрочного невмешательства. И, наконец, вопрос на засыпку. Ну что тогда? Политика многовекторности, многополярности. Что Европа может вмешиваться так же, как США вмешиваются в восточное полушарие, Европа может вмешаться в регулирование проблем в западном полушарии. Не так ли? Она же поощряет. Нет, друзья, не так. Логика другая. И это ключевой момент симметрии, так называемой по-американски, в стратегии, но с реалистичным уклоном в сторону США. Разбираем логично, опираясь на текст стратегии и свежие интерпретации на 7 декабря 2025 года. Итак, что такое Трамп Corollary в стратегии? Это прямое обновление классической доктрины Монро 1823 года, которая изначально запрещала европейским державам вмешиваться в дела западного полушария, Северная и Южная Америка. Стратегия пишет, мы будем отрицать не гемисферным конкурентам возможность позиционировать силы или угрожающие возможности, или владеть, а также контролировать стратегически важные активы в нашем полушарии. Цитата из Трамп Corollary. Коротко, западное полушарие – это эксклюзивная зона США. Никаких внешних игроков, включая Европу, не допускаются. Это не симметрия, это асимметрия силы. США ближе, граница с Мексикой, экономически доминирует. Торговля с Латинской Америкой $1,5 триллиона долларов в год. И они имеют военное превосходство, флот и базы. Почему Европа не может вмешиваться? Стратегия прямо подчеркивает, доктрина Монро – это отрицание любого европейского вмешательства в дела западного полушария. Трамп усилил это. США будут использовать военные, экономические и дипломатические рычаги, чтобы вытеснить любого, от Китая до Европы. Пример. Если ЕС попробует ввести санкции против Венесуэлы или, например, инвестировать в порты Бразилии, игнорируя США, Вашингтон ответит тарифами или блокировкой доступа к американским рынкам. На 7 декабря 2025 года Reuters сообщает, что Трамп уже угрожает Венесуэле и наращивает флот в Карибах, чтобы отпугнуть европейские инвестиции. Европа слаба. Ее ВВП в Латинской Америке 10% от американского. Плюс к этому зависимость от НАТО. Симметрия? Нет. Реализм. Америка First. Стратегия симметрична в принципе номер 5. Примат наций. Каждая страна ставит свои интересы на первое место, но принцип номер 7, баланс сил, позволяет сильным США доминировать в своей зоне. Цитата стратегии. Мы не позволим любой нации стать доминирующей, чтобы угрожать нашим интересам. Для Европы западное полушарие не своя зона, а периферия. Но обратное, США не вмешивается в дела ЕС,
кроме давления на 5% ВВП в Европе. Почему? Потому что Европа пока не угроза США. Исторически Монро была взаимной. США не лезут в Европу, а Европа не лезет в Америку. Трамп сохраняет это, но делает перекос с американским уклоном. Мы не потерпим вредного иностранного вмешательства. Что если Европа попробует? Стратегия предвидит. Союзники должны видеть, что в их интересах, чтобы США оставались богатыми и способными. Принцип номер 9. Если Европа вмешается, например, Франция в Гаяне или Германия в Бразилии, США ответят экономически, тарифы на европейские товары, как на сталь ЕС в 2018, военно, увеличение флота и баз в Карибах, уже плюс 20% роста, дипломатически, давление через НАТО, снижением поддержки. На 7 декабря Политика пишет: Трамп сигналит Европе: не лезьте или пеняйте на себя. Почему это работает для США? Стратегия прагматизм. США имеют выгодную географию. Океаны защищают их, но полушарие – это их задний двор. Европа географически далека, экономически слабее в регионе. Ее инвестиции в Латинской Америке 15% от американских. Это не двойные стандарты, а баланс. США платят за НАТО 3,5% ВВП, а Европа за свою зону. Итог. Новая стратегия – это официальное объявление. Америка больше не будет платить за весь мир. Платите сами или оставайтесь одни. Для нас это означает следующее. Давление на Европу вырастет в разы. Переговоры по Украине – это американский интерес, а не европейский. Главная битва теперь в Азии, а не в Европе. А западное полушарие – табу для всех, кроме США. Друзья, если разобрались, ставьте лайк, пишите в комментариях вопросы, подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!